Ну что же, мы с вами находимся на первом этапе нашей работы, и сейчас нам необходимо связать вот такую деталь. Она состоит из узора паркет или елочка. Сейчас на небольшом образце я покажу, как его вязать. Озвучу, сколько я набирала воздушных петель и провязывала рядов. Это 64 воздушные петли и 12 рядов в высоту. Такое количество и соотношение воздушных петель и рядов мне дает такую визуальную картинку сумки. И сейчас на небольшом образце познакомлю вас с узором. Вы можете также провязать со мной образец небольшого размера, либо же уже набрать нужное количество петель и постепенно наращивать высоту вместе со мной по узору. Для узора паркет или елочка необходимо набирать любое количество петель. Для тех размеров сумки, которые я указала в PDF, я набираю 64 воздушные петли. Сейчас я провяжу небольшой образец для того, чтобы познакомить вас с узором, и наберу 12 воздушных петель. Набираем любым удобным для вас способом. Одиннадцать и 12. Делаю одну воздушную петлю для подъема и во вторую петлю от крючка в верхнюю дужку горизонтальной такой вот петельки, да, завожу крючок, захватываю нить, вывожу и провязываю столбик без накида. Вот наш первый столбик, да, видим вот такую галочку. Раз, два, две стеночки. Это правая стенка, это левая стенка галочки. Сейчас мы будем весь ряд провязывать таким образом. Крючок заводим за левую стенку галочки, шагаем в следующую петлю, забираем нить, выводим ее на уровень тех петель, которые у нас на крючке, да, чтобы это было свободно, да, не надо ее ниже оставлять, вытягивайте, ну, довольно расслабленно. И провязываем все 3 петли на крючке вместе за раз. Таким образом мы делаем наклон стеночки налево. Дальше снова левую стенку, в следующую петлю забираем рабочую нить и 3 провязываем вместе. И таким образом мы вяжем до конца ряда и во всех последующих нечетных рядах. Здесь формируется лицевая сторона нашего узора. Вяжем так до конца. И у нас остается провязать еще 2 столбика. Вот последний. Мы закончили первый ряд. И сейчас вот этот хвостик я выведу наверх и проложу над верхними горизонтальными петлями и буду ввязывать его
при вязании следующего ряда. Для этого я завожу крючок в последнюю верхнюю горизонтальную петлю сквозь левые стенки столбика, да, вот так, и забираю кончик, увожу его вверх, подтягиваю, чтобы все было ровно, но смотрите, не перетягивайте. Делаю воздушную петлю для перехода на второй ряд. И сейчас во втором ряду буду ввязывать вот этот кончик. Второй ряд и все последующие четные ряды мы будем вязать по такому же принципу, как и первый ряд, но немножко по-другому заводить в крючок, да, для того, чтобы узор получился такой, как нам надо. Итак, во вторую петлю от крючка заводим крючок. Вот первая петля — это воздушная петля для подъема, и вот петля основания, именно вот сюда мы должны будем заводить крючок. Заводим его не с лицевой наизнанку, да, не от себя, не спереди назад, как мы привыкли это делать, а заводим его за полотно и за рабочую нить и проходим верхнюю горизонтальную сзади вперед. Крючок у нас на себя выходит, на нас, и забираем рабочую нить, выводим назад, да, здесь тоже у нас свободная подача, не перетягивайте, и забираем рабочую нить не так, как большинство из нас привыкло, просто кладем крючок на нить и проводим сквозь 2 петли на крючке. Это первая петля во втором ряду. Дальше мы с вами цепляем стенку, которая лежит у нас наверху, да, вот мы хорошо видим, что здесь у нас тоже образовался столбик, вот одна стенка, вон там вторая, и вот эта вот верхняя нам нужна. Вы не перепутаете здесь, это уж точно. Цепляем верхнюю стенку, проводим крючок сзади вперед под следующую верхнюю горизонтальную петлю. Кончик, не забываем, что мы ввязываем, лежит на верхних горизонтальных петлях. И забираем рабочую нить, выводим ее назад. Рабочую нить цепляем, проводим сквозь 3 петли на крючке. И так дальше до конца ряда. На этом этапе я больше не буду ввязывать в кончик, переведу его на изнаночную сторону и пока продолжу дальше вязать столбики. И у нас остается еще 2 петли в ряду. Провязать еще 2 столбика.
последний столбик, пожалуйста, следите, здесь очень важно не сильно затягивать, вытягивать, точнее, вот эту последнюю петлю, старайтесь это делать свободно, как в принципе и во всех последующих, но здесь это супер важно. И вот таким образом мы с вами провязали второй ряд. Это изнаночная сторона, это лицевая. И мы уже хорошо видим, как прорисовывается наш рисунок. И сейчас приступаем к вязанию третьего ряда. Он будет вязаться аналогично первому. Провяжу еще раз с вами. Для перехода на третий ряд и во всех последующих рядах, для перехода на следующий ряд, мы делаем одну воздушную петлю для подъема. Переворачиваем полотно на лицевую сторону, находим вторую петлю от крючка, заводим крючок, как обычно, спереди назад, достаем нить и провязываем столбик без накида. Дальше цепляем левую стенку столбика, проходим следующую горизонтальную петлю, выводим нить и провязываем 3 петли на крючке. И так далее до конца ряда. Да, здесь мы рабочую нить уже накидываем на крючок. И еще один момент. Следите за тем, чтобы вы проходили именно под верхнюю горизонтальную петлю. У вас на крючке было 2 ниточки, да? Есть такой способ еще провязывания, цепляясь и за нижнюю. Таким образом 3 петли на крючке. Но мы с вами вяжем лишь за верхнюю горизонтальную, поэтому смотрите за тем, чтобы вы все правильно провязывали, да, потому что если вы ниже еще ведете крючок, у вас выход нити получится также ниже, и это будет заметно. Вяжем до конца. Мы подходим к концу, остается провязать 2 петли, да, 2 столбика вывязать. Не потеряйте вот эту последнюю петлю, она расположена чуть ниже. Знаете, что ее тоже нужно провязать. Так, и вот здесь тоже смотрите, чтобы вы зашли под верхнюю горизонтальную, потому что здесь она тоже низко расположена, и с легкостью можно пройти и под эту ниточку. Так. И провязываем последний столбик. Вот он. Все, закончили третий ряд. Воздушная петля для подъема. И сейчас еще раз провяжу с вами четвертый ряд. Находим вторую петлю от крючка, крючок заводим сзади, рабочая нить впереди и полотно тоже, сзади вперед под верхнюю горизонтальную, выводим рабочую нить и провязываем 2 петли на крючке. Дальше цепляем верхнюю стеночку, шагаем в следующую горизонтальную, забираем рабочую, 3 петли на крючке и провязываем их за раз рабочей нитью. Очень надеюсь, что вам понятен и понравился узор. Вяжем так до конца. Если вы вязали со мной узор, можете еще провязать пару рядов, потренироваться, возможно, сделать замеры для того, чтобы изменить размеры вашей сумочки. Или просто продолжать наращивать высоту. Если вы уже набрали 64 воздушные петли, как и у меня, вяжем на высоту 12 рядов. Нить в конце не обрезаем. Будем
делать обвязку детали. Остается провязать мне еще 3 столбика. Да, вот раз, два. Вот последняя петля. Провязали 4 ряда. Так, вот у меня здесь уже, видимо, ошибка. Если такое замечаете, то, конечно же, распускаем, возвращаемся и все переделываем. Вяжем так на необходимую высоту и встречаемся с вами. Еще раз повторяю, не обрезаем нить. После того, как провяжем последний столбик детали, будем делать обвязку всего элемента. И после того, как я провязала последний столбик в последнем 12 ряду, воздушную петлю для подъема я не делаю, нить не обрезаю. Переворачиваю полотно на лицевую сторону. Рабочая нить у меня сзади, петля на крючке. И сейчас в каждую верхнюю горизонтальную петлю на верхней части, в определенные точки, о которых я далее скажу, на боковых частях, я провязываю столбики без накида, да, обрабатываем каждый край детали, делая обвязку. Удвоений, утроений и еще каких-либо дополнительных петель я делать не буду. Можно, конечно, сгладить углы, но я все-таки решила остановиться на варианте без прибавок. Таким образом, у нас должно получиться 64 столбика наверху и на низу, и по 12 столбиков справа и слева. Итак, первая петля от крючка, завожу под нее крючок, вывожу и провязываю столбик без накида. Это раз. И так далее до конца. В конце обязательно еще себя проверю, если вы любите считать каждую провязанную петлю, да, пожалуйста, считайте. Таким образом, возможно, пересчитывать не придется. Ну, в принципе, 64 столбика — это не такая большая цифра, чтобы потом все пересчитать. Вяжем так до конца. Встретимся еще в конце ряда. Покажу переход. И подхожу к концу. У меня остается провязать 3 петли. Да, помним, последняя у нас опущена слегка вниз, не потеряйте ее. И сейчас переходим к обвязке боковой части. Здесь сейчас покажу точки, куда будем вводить в крючок. Видим вот такой элемент. Вот сюда вот в центр. Это будет одна точка. И вот здесь есть такое отверстие над таким элементом, который похож на изнаночный столбик. Это вторая точка. То есть вот сюда и вот сюда. И возвращаясь в начало, мы видим, что вот эта первая
точка, куда мы должны провязать столбик, первый столбик из 12 на стороне, он приходится на место, откуда выходит последний столбик из 64. То есть мы как будто бы делаем удвоение, в эту же точку провязываем столбик, но знаем, что это первый столбик в обвязке боковой части. Раз, шагаем дальше, 2, дальше 3, 4, 5. И последняя точка 12. И видим, что края у нас слегка скруглены, да, но за счет того, что здесь нет дополнительной петли, они у нас немного загибаются вовнутрь. Но в этом страшного ничего нет. Проверяем, верное ли количество. Да, вот это мы помним, что в одной точке у нас провязано 2 столбика, но один из них это относящийся к обвязке из 64 столбиков, а второй столбик это обвязка боковины, да, или верхней части нашей сумки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все, и сейчас приступаем к обвязке нижнего края нашей детали. Здесь мы будем заводить крючок вот так. За эти вот перемычки обязательно цепляем их 2 и приступаем. Так, вот первая. Вот она. Раз. 2, 3. Здесь старайтесь сильно не затягивать столбики, да, для того, чтобы получить большие отверстия. И вяжем так до конца. И мне остается провязать 3 столбика. 2, 3. Обязательно пересчитайте, все ли верно у вас провязано. И переходим на боковую часть. Здесь у нас также есть одна из точек, вот такая. И если мы шагнем дальше, то нащупаем, так скажем, да, вот отверстие под вот такой выпуклостью. То есть вот сюда мы будем вкалывать и вот сюда. Здесь у нас будет первая точка, куда мы введем крючок и привяжем первый столбик. Вот здесь. Одиннадцать и 12. Итак, мы сделали обвязку краев нашей детали. В конце нам необходимо сделать фальш-петлю, чтобы завершить это действие.
И для того, чтобы сделать фальш-петлю, обрезаем нить, оставляя кончик подлиннее, высвобождаем нить из петли и находим первую верхнюю горизонтальную петлю на верхней части детали. Вот она. Вот первый столбик, который мы провязали, и слегка левее находится верхняя горизонтальная петля. И сейчас мы сымитируем верхнюю горизонтальную петлю для первого столбика. Для этого нить выводим, да, сначала крючок заводим сзади вперед под верхнюю горизонтальную петлю. Выводим нить с помощью крючка назад. Так вот затянем. И переворачиваем к себе полотно. Так вот на изнаночную сторону. Заходим в ту точку, откуда выходит наша нить, проходя еще и под вот этой перемычкой, шляпкой изнаночного столбика, и внутрь верхней горизонтальной. Нить уводим вниз. Еще хорошо вот так вот подтянем, выровняем размер верхней горизонтальной, как и размер всех остальных, да, таких петель. Подровняли, и теперь можно прятать кончик в произвольном порядке между столбиками. Все, вот что у нас получилось. Края у нас слегка загибаются, но сейчас мы проведем ВТО этой детали, все разровняем. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что так, если повернуть деталь, да, вот таким образом, как мы ее вяжем, то есть низ это низ, вверх это вверх, то правый край у нас слегка косит. Я нашла только один способ это исправить, это ВТО. Когда мы будем проглаживать и отпаривать, то вот эту вот часть верхнюю я буду тянуть, да, стремиться это выпрямить, выровнять. И так проделала несколько раз для того, чтобы максимально выровнять вот эту вот сторону. И сейчас приступаем к обработки. Для этого я использую тонкое полотенце и утюг с функцией пара. Каждый раз, когда хорошенько пройдемся по всей детали, мы будем вытягивать наше полотно для того, чтобы его выровнять, да, потому что мы видим, что все-таки слегка вот эта правая часть немного косит влево, да, вверх заваливается влево. Вот, поэтому сейчас это все расправим руками. Итак, я кладу полотенце поверх детали и прохожусь утюгом по всей детали. Прохожу, каждый шаг у меня сопровождается паром. И сейчас, пока деталь теплая, горячая, даже я руками все вот так вот разравниваю, поправляю. И так все. Мы с вами находимся на этапе вязания и прикрепления к основному полотну боковин сумки. Я уже сделала это на одной стороне. Вот так это выглядит.
И сейчас покажу, как вязать боковину. Все очень просто. Набираю 6 воздушных петель и провязываю столбиками без накида на высоту 28 рядов. Делаю одну воздушную петлю для подъема и переворачиваю вот эту цепочку косичками вниз, нахожу сзади перемычки и за перемычки сейчас буду заводить крючок под них и за них буду вязать столбики без накида. С кончиком проделываем то же самое, что и в образце. Высвобождаем крючок из последней петли, заходим в верхнюю горизонтальную последнюю, цепляем левую стенку последнего столбика и забираем кончик, выводим его вверх. Слегка подтягиваем и прокладываем его по верхним горизонтальным петлям. Дальше делаем воздушную петлю для подъема. Всегда у нас для перехода на следующий ряд одна воздушная петля. Переворачиваем полотно наизнанку и во вторую петлю от крючка постепенно навязывая кончик, да, вот таким образом. Провязываем столбики без накида. Не довязав один столбик, я прекращаю ввязывание кончика. Еще подтягиваю, да, чтобы выровнять нижний край. Оставляю его на полотне, да, то есть не за полотном, а на полотне, как вижу. И заканчиваю последний столбик во втором ряду. Все, и вот этот кончик потом просто обрежу, опалю зажигалкой край и приклею к полотну. Все, и вот таким образом вяжем на высоту 28 рядов столбиками без накида. В конце нить не обрезаем. Встречаемся на последнем столбике. Покажу, как будем ввязывать и соединять боковину и основное полотно. Вяжем самостоятельно. Я провязала последний столбик в 28 ряду, высвобождаю крючок из петли, беру основное полотно и присоединять боковину и одну, и вторую я буду всегда с левой стороны, не с правой, а с левой. Это делается для того, чтобы петли на лицевой стороне сумочки были и в одной, и во второй боковине одинаково расположены, да, то есть у нас вот здесь уже присоединенные мы видим, что внизу у нас лицевая сторона столбиков, а если бы мы присоединять начали боковину, допустим, справа последующую, нам пришлось бы развернуть деталь, и вот эта часть пришлась бы у нас на лицевую сторону. Поэтому, пожалуйста, следите за тем, чтобы вы присоединяли и одну, и вторую деталь с левой стороны. Дальше по точкам присоединения. Так как у нас в детали 28 рядов, соответственно, на основной части у нас на стенку приходится 28 точек соединения, да, вот здесь. Потом у нас идет 6 воздушных петель, это ширина донышка.
значит 6 здесь и 6 здесь. Здесь будет 6. И дальше снова идет 28. Но когда мы делали обвязку, да, мы помним, что, да, и когда набирали тоже воздушные петли в начале, мы помним, что у нас было 29 плюс 6 и плюс 29. То есть в обвязку мы не включаем одну петлю на каждой стороне, да, то есть одну здесь сверху и одну здесь сверху в начале и в конце присоединения. Это мы сделаем для того, чтобы прикрепить вот эту ниточку, да, эту петлю прикрепить к началу, и в конце мы также симметрично уведем нить в эту последнюю 29-ю петлю, и в принципе получится все достаточно аккуратно. Приступаем к присоединению и найдем самую первую петлю в верхней обвязке. Да, ну, понимаем, да, что вот это вот была деталь, которую я сложила пополам, и вот эта часть у нас была верхней частью обвязки. Находим самую первую петлю, вот она у меня, первый столбик, и смещая слегка правее вверх, я нахожу верхнюю горизонтальную петлю, которая принадлежит первому столбику, то есть первая верхняя горизонтальная петля в верхней обвязке. Вот эта точка нам и нужна сейчас для того, чтобы прикрепить боковину. Размещаю таким образом, чтобы рабочая нить ушла под деталь, вот так, ну и как бы назад. Беру вот эту вот петельку, да, которую вот я закончила ряд, и вот эта вот петля, из которой высвобождали крючок, берем ее и уводим крючком так. Все, начало положено, и теперь уже можно приступать к присоединению основной части к боковине. Присоединяем на основной полотне, мы заходим под верхнюю горизонтальную петлю, на боковине мы заходим в самые крайние точки. На самом деле не так уж и важно, куда вы будете вкалывать крючок, главное определите для себя точки. Я, допустим, присоединяю, захожу вот сюда, забираю рабочую нить, достаю и протягиваю через все, что у меня на крючке. Это первая точка соединения. Раз. Дальше шагаю в следующую. Два. Сейчас будет. Вот сюда я вторую точку определила. Два. Дальше вот третья. Сюда. Четвертая. Пятая. Вот сюда. И так далее. Присоединяем 28 точек. Так, и вот у меня остается последняя точка, 28-я. Дальше будет 6 точек присоединения за вот эту нижнюю косичку. Это донышко. Тут они хорошо видны. Вот раз, два, три, 4, 5 и 6. Все, и цепляем вот этот крючок, заводим под вот эти косички. И аналогично прикрепляем. И
шестая. Все. Дальше сторона 28 точек. Так, вот первый ряд лицевые, лицевая часть столбиков, да? Сюда я захожу. Потом вот сюда. Мне сложно объяснить и описать словами, куда именно я захожу, поэтому извините, но вот так вот, вот сюда, вот сюда. Надеюсь, что визуально все видно и понятно. Тут, наверное, проще показать. Таким образом прикрепляем 28 точек до конца. И остается 2 точки присоединения. Раз, 2. Так, вот что получается. И сейчас обрежем нить, оставляю кончик чуть-чуть подлиннее, освобождаем ниточку. Так, и вот последний 29 столбик, точнее петля. Захожу еще с изнаночной стороны под косичку от боковины. И дальше прохожу вот эту последнюю 29 петлю, тоже с изнанки на лицевую. И забираю кончик назад сквозь все вот это на крючке. Так, еще чуть затяну. Все, и осталось спрятать кончик в произвольном порядке между столбиков.
И мы с вами на заключительном этапе. Сейчас осталось только вставить кольца в сумку. Могут быть абсолютно разные кольца, да, какие вы найдете. У меня вот такие на винтах. Могут быть круглые, квадратные. Не знаю, какие они могут быть еще, но, в общем, это не имеет никакого значения. По расположению я советую в этой модели размещать кольца на задней стенке, да, не сбоку, для того, чтобы ну, получилась такая посадка сумки, какая она есть при таком размещении металлической фурнитуры. Я уже определила точки, куда я буду вставлять свои кольца. Отверстие расширяю я с помощью таких ножниц побольше. Просто определяю точки, вставляю и прокручиваю вот это вот место для того, чтобы образовалось такое отверстие. Можно вставлять разными способами. Можно вставить, закрепить только в одной точке, либо же пройти еще рядышком во вторую, да, то есть вот так вот их вставить. Я остановлюсь вот на таком варианте. Места тоже вы определяете визуально сами, какие вам нравятся. Я взяла точку начала присоединения боковины. Все, и прикрепляем ремешок. На этом все. Наша сумочка готова. Я очень надеюсь, что у вас все получилось, что вы довольны результатом. Буду ждать ваши готовые работы и желаю вам больших-больших успехов. Все, пока-пока!